Так, всем привет, ребята. Если есть звук, плюсаните в чатик. Что-то я запустил сразу на Рутубе. Там, видимо, прошла первая часть моего диалога, а здесь забыл выйти в эфир. Сегодня попробуем стримить с двух платформ. YouTube у нас чуть-чуть ограничен, и многие просили делать на Рутубе. Вроде бы я вижу, что на Рутубе трансляция прошла, я даже там что-то наговорил. Больше, чем здесь. Так, ну в первую очередь всех хочу поздравить с наступающим Новым годом. Сегодня быстро пробежимся по рынку, посмотрим технические и давно уже все просили собраться нам с МСом. МС тоже будет здесь, поэтому готовьте вопросы. Чем больше будет вопросов, тем глубже будет стрим и интересней. Если у кого-то будет какое-то особое мнение, которое он хочет выразить, мы даже готовы вас пригласить и высказать его в прямом эфире. Так, давайте сразу сейчас к графикам тогда. Ну и посмотрим, что за это время изменилось. Я сейчас сделаю следующим образом. Вот это, наверное, все повыключаем. Так, Zoom-конференция. Сейчас посмотрим, что я показываю. Должен быть виден экран. Да, виден. Отлично. Так, ну начнем с биткоина. Как он у нас выглядит. Но прежде чем набросаю на него какую-то техническую часть, хотел бы в двух словах сказать, что я заметил в последнее время. Я думаю, что многие заметили, особенно те, кто подписаны на канал. Сегодня буквально была публикация о том, что у нас очень сильно за последнее время растут десятилетние облигации Федеральной резервной системы. Доходность их уже 4,60, и это достаточно высоко в связи с тем, что ставка у нас ниже этой доходности. В первую очередь, конечно, это означает о том, что нужны деньги, их, скорее всего, печатают. Я думаю, что на графике, вот на этом, можно это увидеть, что печать продолжается. И еще это говорит о том, что в целом то, что говорят сегодня большинство аналитиков именно глобального финансового рынка, о том, что у нас будет два снижения в следующем году, то это, скорее всего, не соответствует действительности. На январь сейчас по данным Федвотча, значит, 89%, что ставку оставят без изменения, а вот мартовское снижение, оно интересное. Ну, то есть мартовское решение по ставке, оно интересное, почти паритет. В большей степени, что останется без изменения, и в меньшей степени, что ее снизят. Но ситуация может оказаться такова, что, скорее всего, и в марте ее вряд ли будут снижать. И в целом именно на дату февраля и марта приходится и техническая часть по битку, поскольку мы так или иначе двигаемся глобально за мировыми финансами, тем более биткоин для тех, кто впервые на канале и только-только начинает интересоваться альтернативными финансами, уже является, по сути, частью глобальной финансовой системы с момента принятия биткоин ETF. Ну и сам биткоин сейчас выглядит следующим образом. Сразу недельный таймфрейм. Хочу показать то, что происходит сейчас для тех, кто немножко боялся того, что произошло. Технически биткоин, сформировав регрессивный канал, сейчас вышел из него и тестирует его верхнюю границу. Ничего, кроме того, что это выглядит как коррекционное движение после длительного роста, пока еще сказать нельзя. То есть никакого начала там глобальных распродаж пока не видно. Если говорить о том, когда и куда он может двигаться. Давайте я сразу накидаю веера канала и FIBA, чтобы было видно. Ну, в первую очередь, временные периоды. И давайте сразу на дневку. Так будет четче видно. Канал можно убрать, а временные поставить. Ключевые события, которые с ним должны происходить, они тоже оттягиваются именно на дату решения по процентной ставке мартовской, которая сейчас держит паритет. Мы видим, что временной период первый – это конец февраля, и следующий – это у нас начало марта.
Вот в этой зоне, по моему мнению, будут происходить самые интересные и такие активные события. В меньшей степени ожидаю их к лету, но там есть тоже очень интересный момент. Теперь с точки зрения FIBA. Сейчас покажу первую точку, которая является ключевой, не считая 0,5. 0,5 FIBA – это all-time high предыдущего, ну вот, который был сейчас. Основное перекрестие 0,618 по каналу, вот мы видим канал, вернее веер 0,618 канал еще не кинул, сейчас покажу его тоже. И локальная FIBA по расширению. Вот эта точка в отметке 111 будет одной из ключевых. Это первое. Второе. Также, если она проходит раньше времени, то у нас еще есть зона 120, я ее уже показывал. И в этой зоне также есть пересечение, но уже золотого сечения 1,618. Первая точка и вторая точка. Еще одна большая сильная ключевая может быть здесь. Потянут ли рынок в столь долгосрочной перспективе до лета? Вопрос. Думаю, что нет. Думаю, что все произойдет гораздо раньше. Поэтому на сегодняшний день я считаю, ожидаю двух основных зон, которые мне интересны. Это 111, с точки зрения вероятности процентов, наверное, 75, и 120 где-то процентов на 60, что мы эту зону потрогаем. И глобально это было бы, наверное, технически правильно. Сделать x2 от предыдущего хая, который был на отметке 69. Здесь также в этой же зоне, и если побросить просто луч по хаям, сейчас я закрою все, чтобы ничего не мешало. То он тоже соприкасается как раз-таки в этой же зоне. То есть в целом, если по верхушкам просто бросить такую трендовую в виде луча, мы тоже увидим именно консолидацию этого времени, значит марта месяца, с этим лучом именно вот здесь и тоже на отметке 1,618. И золотое сечение, которое я часто показывал, оно тоже говорит о том, что в целом, при условии, что мы сейчас вернемся в зону аккумуляции, такое уже было, да, когда мы выходили за нее, а потом возвращались выше. Если вернемся в эту зону, она на отметке 107 сейчас показывает нам индикатор, то мы можем увидеть 120-130 зона, которая, на мой взгляд, была бы очевидной, то есть это x2 от предыдущего хая. Откуда, конечно, рынок по логике должны потащить вниз, если опять не случится каких-то серьезных событий. Второй вариант развития событий, что мы сваливаемся внутрь канала. Пока я его вижу в меньшей степени, то есть уход в середину канала. Здесь у нас тоже есть фибы. Где они тут? Нет, вот эти, по-моему. Уже не помню даже какие. Вот они. Это зона 90, вот которую нам важно сохранять. Потому что уход ниже нее говорит нам о том, что потенциально мы уйдем в среднюю зону канала. А это вообще не есть гуд. С точки зрения глобального медвежьего рынка, пока у нас ключевой зоной выступает зона справедливой цены на недельном таймфрейме. Это отметка 60. Это в следующем цикле, при окончании этого цикла, это зона для наиболее интересных, для начала интересных покупок. То есть это предыдущие хаи, консолидация цены на недельном таймфрейме на предыдущих хаях, две вершины апреля, соответственно, и ноября 2021 года. И здесь алгоритм показывает у нас, что это зона справедливой цены, и сюда же, скорее всего, подтянутся и в этот момент подтянутся и какие-нибудь кривые еще в дополнение. Вот так вот на сегодняшний день выглядит эта история. И еще сразу же, наверное, покажу. То есть, когда сегодня задавали в чате вопрос, как определяются точки входа. У всех по-разному. Кто-то использует открытые источники, открытые алгоритмы, классический теханализ, паттерны, свечные, прайс-экшен и так далее. Кто-то, как я, разрабатывает свою историю. Это могут быть математические алгоритмы, это могут быть нейросети, это может быть что угодно. Мне сейчас надо, наверное, раздать в Zoom по-другому. Сейчас, секундочку, чтобы это было видно. Как это сделать? Вот так, наверное.
и попробую показать, что нам сегодня на сегодняшний день показывают еще и прочая математика. Я уже в прошлый раз это показывал, покажу еще раз. Как выглядит сейчас развитие событий. Вот посмотрите, всегда существует, понятно, три направления движения цены. Да, то есть это может быть бок, вверх, вниз. Других мы не знаем. Если мы говорим об оценке временных рядов, они тоже действуют по трем квартилям. 25% вероятности, 50% вероятности и 75% вероятности. Стопроцентную вероятность не дает никто и ничто. Надеюсь, это большинству участников понятно. Те, кто впервые, но думаю, основы и принципы работы на рынке можно почитать в открытых источниках. Если развивается сегодня с 50% вероятностью медиана, средняя цена, то мы в ближайшее время, в начале января, увидим прорыв за 100 с коррекцией. Когда цена пересекает, голубая это цена биткоина, пересекает эти зоны сверху вниз, то развитие событий идет вниз. Снизу вверх, вверх. Сейчас находится посередине, то есть отрабатывает средний медиан. Ключевым этапом у меня модели видят только 64 дня, максимальное то, что возможно, при том, что это 400 миллиардов параметров, то мы видим развитие событий. Основное ключевое – это февраль, конец февраля. Цена может быть не точна, она меняется в зависимости от тенденции рынка, но основное развитие будет там. И самое рисковое, на которое стоит обратить внимание, где может быть очень серьезная просадочная часть, нужно смотреть на конец января. Вот это движение. Потому что если цена будет двигаться сверху вниз, начнет отрабатывать, эта линия изменится, но в любом случае начнет отрабатывать нижний квартиль. И, соответственно, цена может уйти за отметку 90. Почему? Как не раздаю? А я все это время рассказывал, ничего не показывал? Отлично. Черт. Прошу прощения. Я тут рассказываю, распинаюсь. Так, еще раз. Вернусь обратно. Я раздал, сейчас видно? Я раздал. Или не раздал? Сейчас видно? Ну, в Zoom в Zoom раздаю точно. В Zoom раздаю точно. Как-то Смотрите, какой принцип оценки временных рядов, если мы говорим о моделях ИИ, которые сегодня существуют? И временные ряды оцениваются по-разному. Это может быть любой процесс, бизнес-процесс, это может быть, я не знаю, хоть погода, без разницы. Это математические алгоритмы, которые построены на базе сегодняшних моделей искусственных интеллектов, своих или тех, которые существуют, гугловских там и прочее, прочее, прочее. Ту модель, которую показываю сейчас, это больше 400 миллиардов параметров. Это обученная модель, которую дополнительно обучаем мы сейчас. Причем она недостаточно точна, потому что мощности не хватает с точки зрения выдачи результата. То есть о чем идет речь? Если мы говорим о том, какие данные ты задаешь ей 5 параметров, которые в бирже существуют. Это high, low, open, close и volume. А на выходе ты тоже должен получить все 5 параметров, но для этого тебе придется очень сложно обучать ее повторно каждый раз на все 5 параметров, и мощности может не хватать. Вот сейчас такая история, мы только сейчас пытаемся расширить эти мощности. Поэтому то, что здесь видно, это только close. То есть данные получаются все, а выдается результат только на закрытие. И если смотреть на график, который я показывал до этого и на эту же модель, то мы видим три результата развития событий. Нижняя часть 25%, 50% и верхняя 75%. Это называется квартили. Средняя – это средний показатель, то, что мы можем назвать средняя по больнице. Когда график цены, вот эта голубая линия – это график биткоина, когда она пересекает медиану либо сверху вниз, либо снизу вверх, либо находится на ней, та модель и отрабатывает. Вот сейчас с 50% вероятностью, что мы к началу января будем прошибать отметку 100. Если ситуация изменится, естественно, изменится. Это на 64 дня, это очень много. В целом это только задает общий такой параметр, который меняется. И меняется цена в том числе. Если говорить о ключевом развитии событий, то это 25 февраля. То, что подтверждается в целом на графике. Мы также можем это делать и через терминал, он пока еще не до конца готов. Ой, меня из него выбило. Ну ладно, не суть. Где мы можем видеть то, что будет развиваться сейчас. То есть я могу прямо сейчас задать там любой актив из тех, что есть на Bybit. Это уже собственные модели. Или Moex, или Bybit, без разницы.
АВА нам не нужно, и посмотреть, что будет в целом. Это то, о чем вот у нас задавали сегодня вопрос, кто использует какие инструменты. Я предпочитаю использовать свои, либо их разрабатывать, потому что то, что есть в доступности, ну, на рынке, меня не устраивает. Кто-то использует какие-то вещи, которые ему нравятся в большей степени. Смотрим, что все подтвердились. Основная у нас это голубая линия. Ой, вот это. То есть сейчас, опять-таки, к началу января, еще одна модель показывает, что есть вероятность роста. Что движение вниз, здесь просто график друг на друга накладывается, она должна быть синяя чуть-чуть впереди, но это исправит. Она закончила нисходящую динамику и, скорее всего, будет потихонечку сейчас пытаться до 30-го, там, 1 числа попытается, вырваться. Опять наверх. Можно то же самое подтверждение посмотреть и попробовать на более коротких часах, на других моделях, когда мы можем поставить, например, 7 дней, посмотреть, что будет происходить. Это самый точный график, который можно видеть. Я могу его сейчас показать на примере бастиона. Буквально, если кто-то не подписан, подпишитесь. Вот бастион. Биткоин, дневной таймфрейм. Вот модель выдает развитие событий. Надеюсь, что видно. Я рисую это развитие событий на графике. Надеюсь, что тоже видно, как произойдет. И показываю реальность, как произошло. Это одна из самых точных вариаций, потому что речь идет о 7 днях. Эфир. Как будет действовать эфир? Идем по вот этой медиане, потому что график двигается цены, голубая линия это график, вдоль нее. Рисую на графике на своем, что будет вниз. Подтверждаю через несколько дней, что произошло. То есть вот если говорить о поиске каких-то своих инструментов, то лично мое мнение ни в коем случае не является никаким там финансовым советом. Я считаю, что нужно использовать только те инструменты, которые вы сделали сами. Потому что все остальные, на моем опыте, они для меня, ну, они мне не помогли. Но при этом общую базу знаний с точки зрения работы на рынке, с точки зрения паттернов, свечных моделей и так далее, их, конечно, нужно в любом случае понимать. Вот сейчас цена двигается вниз, отрабатывает нижняя модель в зоне 94. Но я думаю, что она развернется и будет отрабатывать вот эта модель к 29 числу, чуть-чуть прирастем. Это то, что показывает на 7 дней. Но если вернуться на график, мы это с вами увидим. Да, даже на 6 часов. Сейчас я вот это отключу и включу свои индикаторы. Вот нас пытаются потянуть и еще раз потрогать третий тест 200 на 6 часах с небольшим остыванием. Если посмотреть на код B, то динамика не завершена. Мы находимся в боковичке, в таком, скажем так, в боковом движении с большим давлением со стороны продаж. Потому что у нас в защите на краткосрочной тенденции стоит только 200, все остальные стоят в сопротивлении сетки Мэриб. Из того, что есть. Ну и в целом у нас потихонечку пошли притоки в биткоин ETF. Вот в эфир заложились на 26 117 миллионов. В биткоин ETF заложились, где у нас, на 26 475 миллионов. То есть это не такие уж прям сильные, как были до этого, там по 600, но достаточно существенно. И, господи, улетело куда-то у меня опять. Фидвотч я показал. Это я показал, что еще хотел показать. Ну и ключевые события, которые сейчас будут иметь значение. Это, конечно, индекс потребительских цен, что касается инфляции. Мы увидим это 15 января. Вот, после чего, исходя из этих данных, будет приниматься решение по процентной ставке уже 29 января. Это те ключевые события, которые мы будем ожидать. Но в преддверии этого еще получим данные по безработице. Поэтому в целом я ожидаю, что рынок до февраля, до марта, я думаю, еще не завершится в том виде, в котором есть. Но с большей, как я уже сказал, долей вероятности. С меньшей долей вероятности сейчас его там куда-то польют, и мы сломаем 80 и увидим там уже уход на 60 к зоне справедливой цены. Такое развитие событий может быть, но пока еще в него не верю. Подтверждения у меня нет. Ну, как-то так, наверное. МС, вы что думаете по этому поводу? Сейчас посмотрю, у нас вообще все. Так, еще раз, не была конференция включена. Вот сейчас.
МС, можете говорить. Сейчас слышно, да? Должно быть слышно, да. Да, ну отлично. Всем Сейчас я экран приветствую. уберу. Да. Ну, у меня прогноз более такой, скажем, скудный. Алло. Алло, я что-то, по-моему, мне кажется, я сорвал конференцию, да? МС, вы меня слышите? Ой-ой-ой. Сейчас, ребят, отвалилась зум-конфа. Сейчас еще раз. Да, МС, вы тут? Подожди. Я должен тебя вернуть. Секундочку. Конференция Zoom. Не так быстро. Она случайно у меня захлопнулась. Сейчас я ее возобновлю. Так, секунду. Вот. Сейчас должно быть все слышно. А ну скажи что-нибудь, МС. Слышно МС? Раз, два, три, четыре, пять. Какие-то Нидерланды у вас на экране. Не знаю, что Нидерланды. VPN. Отключиться. Это... Не, должны быть уже вы на экране. Да. Сейчас нет. Должны быть вы. Теперь не слышно. Слышно, теперь не слышно. МС, ну вы поговорите, надеюсь, что вас слышно, потому что у меня вроде бы конференция включена. Вот вы сейчас запустили демонстрацию. Да, я вижу демонстрацию на экране. Ребят тоже должны ее видеть. Ребят, видно демонстрацию на экране? Кто-нибудь плюсаните в чат. Кто-нибудь один. Слышно? Нет, громкость там нормально. О, пошло. Сделано Все, по все, все. максимуму. Все, ребята слышат. Да, МС, все, вас слышно? Можно, можно говорить. Ну, отлично. Плюс поставили уже и ладно вроде как. Я взял и посмотрел, что происходит у нас всегда на Новый год. Именно по датам. Если смотреть 2014 год, то в 2014 году у нас с 23 числа до 6 января был рост, дальше мы свалились. Что было в 2015 году? В 2015 году у нас с 8 декабря до 12 января мы сваливались. Следующий, 2016 год. Начиная с 21 декабря по 18 января мы сваливались. Смотрим 16 год на 17 год переход. С 26 декабря по 9 января мы сваливались. Следующий смотрим. Какой там у нас? С 11 декабря и дальше до 5 февраля сваливались. В 18 год, начиная с 17 декабря по 7 января, падали. 19 с 23 по 6 января, ну где-то там 30 числа, дальше там пошел рост. Ну и в итоге потом свалились на коронном дампе. Дальше смотрим. Единственный год в 20-й на росте у нас было две свечи растущих 2 недели. 22 год. Начали сваливаться 27 и сваливались до 17 января. 23 год, который все помнят, с 19 декабря по 2 января у нас был флет. Что у нас будет в этот раз? Посмотрим. Я вот вижу, что начали сваливаться. Что еще здесь вижу на этом графике, который меня расстраивает? Самое большое разочарование в этом графике одно единственное. Все ждут рост. Мне бы тоже хотелось, чтобы мы начали расти, но давайте посмотрим, что здесь происходит. По пикам мы росли. То, что происходит сейчас по пикам, мы растем. А если смотрим RCI, то RCI у нас сваливается. Что было ранее, то и повторяется сейчас. У нас есть дивергенция, причем дивергенция серьезная, на максимальном таймфрейме на недельке.
Так что что там дальше будет, надо будет смотреть, но тенденция предыдущих лет, когда мы на Новый год сваливались, оно есть. Плюс посмотрите МАКДИ. Если посмотреть на МАКДИ, да, есть возможность, может быть, наверное, мы пойдем куда-то в рост, но стохастик RCI показывает, что мы уже падаем. Стандартный RCI показывает, что мы падаем. EMA находится на 100% роста. Ну, там уже поменьше немножко уже. 90% роста. И на МАКДИ у нас нисходящее движение. К сожалению. Вот это хозяйство я вижу. Почему я так рассматриваю? В данный момент цена находится, как я это называю, в невесомости. Определить дальнейшее движение цены, по идее, можно. Можно натянуть фибу на последнее движение, где-то вот начиная там с последнего импульса, посмотреть, где мы находимся, докуда мы дойдем, куда мы можем упасть. Но я пока вижу глобально, что цена находится в том моменте, когда она может упасть. Могут ли поднять цену выше? Да, могут. Почему? Потому что последние 3 дня очень большие выводы идут с бирж биткоинов. Это то, что уже купили институционал. Почему институционал купили, а мы нет? Вот можете поставить плюс, кто купил с 90 по 100 тысяч цену, или там по 108 цену. Кто купил по этой цене биткоин? Я уверен, что никто не купил. Кто из вас сейчас накапливает биткоин на долгосрок по этой цене? Я думаю, что никто. А вот институционал накапливают. Если институционал накапливают, то продавать они сейчас в данный момент не собираются. Ну, зачем им продавать сейчас, если они по 100 купили, по 90 им продавать, там по 80, смысла им в этом нету. Поэтому некоторое время я думаю, что рынок уйдет в боковик. Вот, в принципе, все, что я увидел. Это Самое то, что интересное, касается. самое интересное, что Рутуб мы запустили именно с вас. Оказывается, он не работал. Ну и Представляете? отлично. Будем с меня. Меня Да, да, устраивает. да. Так что все увидят, что все. Закончили мы. Роман Корнилов пишет, хватит душнить. Душно, откройте окошечко. Не будет так сильно душно. Я рассказываю то, что я вижу. Не нравится, не смотрите. Если вы видите что-то на другое, готова пригласить вас на стрим. Покажете свой график. Ну, нам же нужно какое-то веселье под Новый год. Мое веселье не устраивает. Будем веселиться на ваших графиках. Да, ребят, первое, что хотел бы в первую очередь попросить, подпишитесь, пожалуйста, на канал, если вы не подписаны, и обязательно пролайкайте трансляцию, чтобы ее как можно больше людей увидело, и я надеюсь, что мы тем самым увидим больше интересного мнения. Что касается в целом мнения, то если есть у кого-то желание его высказывать, обязательно высказывайтесь. И у нас в чате был такой вопрос. Именно для этого сообщество IndexRate и создавалось, потому что в моем окружении любителей трейдинга не так много, а вот на канале можно было собирать сообщество людей, которым интересно то, что интересно мне. Поэтому мнение можете высказывать, это наоборот не то, что не возбраняется, а наоборот считается очень хорошим тоном. И если есть вопросы, накидывайте, потому что долго конференцию в последний, ну для меня, по крайней мере, рабочий день не очень хочется вести, поэтому быстренько пробежимся по всем вопросам, которые были. Ну вот спрашивает человек по поводу эфира. Что я думаю? На сегодняшний день эфир готовится к своему, скажем так, большему движению. Если кто-то думает, что с эфиром будет все плохо, нет, с эфиром будет неплохо, и цена эфира может быть в 2025 году покажет больше лучшую динамику, чем показал биткоин. Я это вижу. Покажите Почему? график, а то у вас биткоин стоит. Ну и пусть стоит биткоин. Или хотите, я эфир Попробуем. включу. Да. Ну, включим эфир. Так, это у меня глобальный. Давайте поменьше поставим дневку. Ну, по эфиру смотрим то, что происходило на эфире последние 8-9 месяцев.
Это накопление. Это явное накопление. Первый импульс они сделали. Крупные игроки сделали первый импульс. Сейчас идет коррекция. Давайте проверим, насколько там у нас эта коррекция есть. Если смотреть прокол последний, то он был до 618. Но и еще тоже видно, что это все-таки пока на графике АБЦ коррекция. Пока. Пока коррекция не закончена. Если она и продолжится, то ну вот есть у нее уровень. Этот уровень 2800. Но это для того будет цена такая, если пойдет очень сильный пролив по битку. Дальше, если мы смотрим, что это у нас дневка, RCI и EMA показывают нисходящее движение. Стохастик RCI точно так же находится в нисходящем движении. Да, 2800 у него зона справедливой цены. Он пока удерживается на предыдущих накоплениях. И я думаю, что будут его подгонять. Это то, что видно сейчас по эфиру. Человек спрашивает XLM. Не очень интересно смотреть XLM. XLM, XRP не люблю смотреть. Я XRP показывал последний раз. Сейчас я попробую показать. Так, у нас на BLX я его показывал. На дневку. И XRP. Я уже показывал, что XRP, видите, он на пике идет. И каждый пик, каждым пиком у нас растет цена XRP. То есть, что можно сказать? Что XRP всегда делает вылет на пик биткоина. Сказать, что сейчас пик биткоина, ну, я бы так еще не сказал. Возможно, XRP находится в том моменте, когда уже идет распределение. Ну, здесь идет пока, скажем так, не совсем закончено распределение. Нужно посмотреть, что дорисуют. Но уже цена нисходящая. Может быть, цена еще сильнее упадет. Ну, ждем проливы либо по биткоину, либо самой XRP просто обратно свалится, где ему место. Сколько он там уже вырос? 516% от дна. Везде спрашивают, что случилось с VRX. Давайте поставим точки над «и» полностью по VRX. Что такое VRX от самого начала? Это монета была сделана для того, чтобы индийские пользователи биржи WazirX могли торговать на Binance. И это всю чехарду затеял Binance. Именно для этого они сделали у себя кошелек. Так как индийцам нельзя торговать на других биржах, кроме индийских, то WazirX биржа сделала мост на Binance. То есть перетаскивали деньги из Индии через VRX на Binance и торговали на Binance. У Binance начались проблемы. Они захотели очень много получить от индийских властей, они им не дали. И лишили лицензию компанию Binance в Индии. Индия потом все-таки начала смягчать условия и призвала там KuCoin получили, OKX, Kraken получили, даже Binance получили право торговать в Индии. Но этим летом произошел эксплойт. Хакеры вскрыли VRX, скорее всего индийские товарищи из Мумбаи. Они вскрыли VRX и на всех биржах, на KuCoin, на Binance, на Gate и на Мексе было предупреждение о том, что монета находится под контролем. Ее только вскрыли. Деньги из нее вытащили немного. Я недавно показывал по поводу
А, VRX. Так, это Coin Paprika, пардон. Это дневка. Общее количество доступное 381. Так, где у нас тут? 381 миллион этих монет. Это доступное. Вот этот был эксплойт первый. Вот это был, вернее, вот это был первый, а вот этот закрывали эксплойт. Вот поэтому здесь показывает такое количество supply. Удаляли. На Binance находится VRX Old, старая монета. Поэтому они ее удаляют. Но если посмотреть на самом Binance, я уже показывал. Сейчас я попробую вам эту картиночку притащить, показать. Секунду, подождите, мне для этого нужно открыть. Так, это общий supply. А вот это, сколько находится на балансе биржи Binance. Из 381 миллиона находится 259 миллионов монет. 2/3 монет находится на Binance. Если кто-то думает, что это не игра Binance, то я думаю, что это все-таки игра. Монету делиснули, но не удалили. Ее не могут удалить. Сейчас идет замена старого VRX на новый VRX. Скорее всего, после того, как сейчас пройдет вся эта чехарда, слабые руки продадут, Binance обратно заберет и будет обратно рваться в ту же самую Индию. Это есть такой один из вариантов. Второй вариант – все плохо, все умерло. Это очередной скам от бирж Binance. Вот все, что может произойти по поводу VRX. Рассказал все от начала до конца. Все, что знал. Могу еще добавить пару вещей. По поводу ZI спрашивает еще человек. А по ZI она уже со дна показала, если вы не видели, 4 икса. Почему? Вопрос какой-то. Я уже рассказывал с компанией ZI. Один из людей объявил о том, что он оттуда выходит. Один. Кто он такой, непонятно. Часть монет он продал по рынку. А вы посмотрели, какой был откуп? Откуп был намного больше. Монеты обратно вернули в оборот и вывели на кошельки, то есть обратно кто-то откупил. Сейчас цена готовится так же, как к росту. У биржи все нормально. DEX работает, свапы работают. Мосты на новый эфир и на биткоин они сделали. Все, что команда обещала сделать, сделала. То, что происходит у них в Телеграме, ну, честно говоря, я в Телеграм их зашел, посмотрел. Ничего нового. У большинства проектов такие Телеграммы. Замена прошла 2 месяца назад, они делиснули уже новую монету. Не совсем так. Они монеты, которые вы не вывели, они помечают олдом. Не у всех так. Другие там вопросы. Там про монетку Dent спрашивают. Dent будет расти? Все монеты будут расти, никуда они не денутся. Есть институциональные инвесторы. Они пришли обобрать этот рынок. Они забирают сейчас биткоин. Потом они будут забирать эфир, они его уже забирают. Потом они будут забирать новые другие интересные монеты. Там вот я сегодня читал, что институциональный интерес монета ААВ. Зачем им ААВ? Ну, значит, для чего-то она нужна. Другие более интересные проекты, типа там лайткоинов, они не рассматривают. Посмотрим, что будет дальше. Но помимо институциональных инвесторов есть крупные игроки. Те, которые
вкладывали на начальном этапе в те же самые альткоин-проекты. Они точно так же торгуют биткоином. Это крупные кошельки. В какой-то момент времени эти крупные кошельки продавали свои биткоины. Об этом говорит метрика. Можно зайти посмотреть метрику продажи крупных кошельков. Все эти картинки я у себя на Бастионе разместил, тоже можно посмотреть. Крупный игрок продавал это все. Они выходили в деньги. Скорее всего, когда рынок падает, крупный игрок откупает остальную альту. Не время альте сейчас лететь. Ни одна альта сейчас не показывает ни 10, ни 15, ни там 100 иксов, ни 1000, ни так далее. Честно говоря, я бы не рассчитывал там на 100 иксов и на 1000 иксов по монетам. Умерьте аппетит. В этом сезоне не будет таких вот диких, огромных заработков. Но 10 иксов, 20, 30, там, может быть, 50 иксов еще можно по каким-то определенным монетам поймать, если вам посчастливилось такую монету найти. Как раз был вопрос, какие мысли об альтсезоне Мысль об сейчас. альтсезону быть. Ну, не в том виде, в котором он был раньше, и это потому, что есть Он с каждым присутствие. годом будет Да, хуже, он будет да. другой, а сейчас институциональное присутствие, рынок изменился глобально. И того, что вы помните там в 2017 году, кто в рынке с тех пор, такого уже ожидать не стоит точно. Ну, может, по каким-то отдельным монетам, памп-дамп монетам такое может быть. Вот новый человек там спрашивает, новый вопрос интересный. Скажите еще, пожалуйста, рассматриваете монеты мемкоины или ноткоин, докс как спекулятивные инвестиции? Нет. А, Мне достаточно того скама, который я уже набрал, а вот играться с мемкоинами не буду. Даже вот если на них вот будут говорить, что мемкоин это убийца биткоина, я не буду в них играть, они неинтересны. Неинтересно, с какой стороны. Возможно, если вы купили, ну, просто на выходе по нулям и ждете, когда она отрастет хотя бы в 100 раз и получить свои 100 иксов, возможно, мемкоин интересен. Я в такие мемкоины не заходил ни на 0, ни на 100, ни на каких там ничего. Не хочу, потому что есть другие проекты, которые заслуживают внимания. К сожалению, был проект Heaven. Но чем дольше я смотрю на Heaven уже сейчас после закрытия проекта, тем интереснее становится событие. Команда Heaven объявила о том, что они закрыли проект. Но кошельки работают. Два майнера работают. Майнерских пула работают. На TradeOgre, на бирже, хоть она и скамная биржа, но все-таки кошельки работают. Все еще работает продажа. И что интересно, один из руководителей проекта, который участвовал второй командой, вернее, третьей уже командой участвовал, он сказал примерно следующее. Цепочка свободна для доступа, берите следующий, кто хотите, делайте. Они это делать уже не будут. Я задаю ему наводящие вопросы, и у меня есть с ним приватные беседы. Часть приватных бесед я скидывал там к себе в чат. Часть рассказываю на виду о том, что происходит. Так вот, на Хевене очень интересная ситуация. Сначала они объявили жестко, что проект закрыт. Теперь они уже ждут, когда к ним обратятся кто-нибудь, какие-нибудь инвесторы. Теперь они уже ждут, когда к ним обратится кто-нибудь из хакеров, кто сломал этот проект. То есть они не исключают возможность с ними контактов. Эксплойт они закрыли. Почему-то они испугались раздутого сапплая. Ну, раздули и раздули. Но монету закрывать это было глупо и неправильное решение. Я ему задал вопрос, почему вы с комьюнити не пообщались. Нас обозвали с вами спекулянтами, а они 7 человек, которые работали в команде, оказывается, и есть то самое ядро, которое принимает все решения, они решили единолично убить весь рынок. Когда им до этого задавали вопрос, может быть, не стоит с бирж выводить деньги в момент, когда проводили аудит, они всем сказали, выводите. Это странная ситуация, что когда люди выводили, большие притоки были на тот же самый TradeOgre. Не команда ли это деньги завела? Не команда ли туда завела все эти хозяйства и продавала всем желающим?
Это интересный момент. Я не говорю, что это они, мошенники и там прочее. Возможно, просто некомпетентные действия, которые привели вот к такой трагедии. Да, я тоже потерял на этом. У меня были ставки определенные на этот проект. Почему? Сам проект был очень интересен. Он позволял это делать конвертацию из одной анонимной монеты в анонимный доллар, в анонимный биток и так далее, и переводить с биржи на биржу. Это позволяло сделать прямо в кошельке, а также выходить анонимно из анонимной монеты в фиат в любой. Там у них было и доллары, и фунты, и эти, как они называются, динары, Арабские Эмираты. Так что с ними можно было работать. Но проект они угробили. Часть команды перебежала в следующий проект – Salvium. А оказывается, вот я в этот проект тоже не пошел и не пойду, потому что, оказывается, часть команды туда перебежала, и код, который они использовали на Хейвене, перетащили в Salvium. А теперь у них опять там начинается комарилья. И, скорее всего, еще и Salvium соскамят в ближайшее время. Это вот то, что информация по Хевену. Жаль, проект был на самом деле очень хороший. Жаль, что команда не стала работать. Но в приватной беседе мне сказали, кошельки не удаляйте, данные не удаляйте, сохраните кошельки. Очень интересный был ответ вот такой команды. Это говорит о том, что у них есть, скажем так, дверь не закрытая. Поделитесь, пожалуйста, мнением по лайткоину. Лайткоин. Слушайте, я уже столько раз делился. Давайте так, в большинстве платежных систем лайткоин стоит как платежный инструмент. В большинстве криптоматов лайткоин принимается. То, что у него такая цена, сейчас там, допустим, она по 100 уже, была на пике 140, вот прям вот буквально недавно, могу сказать, что цена пойдет выше. Цена будет выше. Насколько? Пока мы не знаем. Мы еще не знаем, пусть закончит сначала с биткоином нам показывать. Тогда мы увидим, что будет дальше с лайткоином. Я думаю, что это его только первое движение было до 140, от 60, там от 50 они даже были. Поэтому следующее движение будет намного больше. Куда жду? Ну, я не говорю точки входа и точки выхода никогда. Но жду повыше. У меня лайткоин есть в кошельке. Немного, но я на него там ставки определенные не делал. Он просто у меня есть в кошельке, там пару раз платил, они у меня оставались. И еще там не накапливал, если честно. Все, что касается лайткоина. По поводу XAR. XAR начинает развиваться проект, он значит, только зашел, вот работает и будет работать. По поводу Фила. Фил очень интересная ситуация. Сейчас я попробую открыть Фил, показать. Возможно, покажу. Покажу Фил. Пока вы показываете МС, ребят, нас почти больше 80 человек, одновременно больше 200 просмотров и очень мало лайков на трансляцию. Поэтому большая просьба, Кто не да, поставит пролайкать. лайк, да, мы насильно подпишем на 2 чата, там, где трэш-контент, будете знать. Да, пролайкайте, пожалуйста, трансляцию, чтобы алгоритмы ее подхватили. После стрима, если не трудно, потратить минутку, поставить хотя бы, я не знаю, любой, хоть лайк, хоть дизлайк, хоть какое-то слово написать, потому что комментарии тоже имеют значение. Также обязательно подпишитесь на МС, если вы слышите его первый раз. Все ссылочки найдете в описании. Также рекомендую подписаться на телеграм-канал и телеграм-чат, тоже есть все в описании. У МСа есть телеграм-канал и канал Бастиона. И в описании найдете также ссылки на реферальные программы. Все биржи, которые там указаны, они партнерские, есть прямой доступ к их менеджерам и общие с ними чаты. Основные биржи, на которых и лично я торгую, это Bybit и BinX, и дополнительно опционами торгую на OKEX. MEX использую, реже, но в любом случае у меня с ними есть контакт. Поэтому, если нужны биржи, с которыми в любом случае можно связаться и помочь решить какую-то проблему, то вы найдете их в описании. Реферальная программа поддерживает канал. Заранее благодарю. Ну и МС, и вам слово опять. Ну и отлично. По поводу Фила.
Я считаю, что это было пока первое движение, но пока я вижу, что коррекция не закончена. Даже если учесть, что у нас это идет движение по Доу, то есть 3 движения, то, скорее всего, будет еще и третье движение. Если смотреть по Фибе, у нас есть критическая зона, куда мы доходили. Это зона 3750. Дойдет ли в этот раз сюда? Не знаю, не уверен. Слишком откровенно показывают. Но если посмотреть на индикатор RCI и индикатор EMA, они в нисходящем тренде. Если посмотреть MACD, то по MACD движение не закончено. По MACD движение еще может быть вниз. Если учесть, что биткоин может показать нисходящую динамику дальше, что он может просто упасть еще дальше, потому что вот отключу, чтобы лишнего не пугать. У нас есть индикатор Slingshot. Я всегда им пользуюсь. И этот индикатор мне интересен. Чем? Он показывает основную зону покупательской способности, критическую. Ту зону, где точно покупателей много. Если смотреть MACD, то MACD находится в нисходящем движении. То есть, скорее всего, до нижней границы. Слингшот мы дойдем. Нижняя граница это 90 840 на данный момент. Возможно, Ключевая сюда зона, да, 90. ключевая зона. Но я все-таки думаю, что могут продавить ниже. Почему могут продавить ниже? Я бы на их месте так и сделал. У нас есть канал, из которого цена вышла, протестировала и пошла дальше вниз. Если мы смотрим Dow, то, скорее всего, мы слингшот опять зацепим и можем продавиться ниже. Но это уже будет панические продажи, и это будет уже именно уровень ликвидации. Возможно ли, что мы сходим на 80? Возможно. Возможно, что вот это вот все игра, и мы сейчас отскочим и улетим. Ну, куда мы можем улететь? Там 300 тысяч, да, ждут. Вот давайте, там Не, все ну привыкли. это уже совсем 300 тысяч. Там, Да, вот, ну не в этом да, ну, цикле. Это можно ждать, да, вот конечно. там желтые стрелочки люди у нас любят. Я вот сделаю желтую стрелочку максимально жирную. Вот туда. Возможно, возможно, почему нет? Вот что Ну, касается... ниже 90 там есть FIBA 87, 88. И дальше закончится зона бычьей ликвидности. Там уже опустят в 80 вниз. Если ее провалят 90, то ждать... Ну, кто Да. меня не знает, кто я, чего я и что я тут в мир несу иногда. Если смотреть все движения по Доу, то у нас есть созданные 3 движения. Все движения эти отработаны по Доу. Третье движение есть. Возможно, если заканчивается этап вот этого по Доу, тот самое вот движение, которое все привыкли видеть, вот оно, это движение, то всегда еще есть тест верхний канал, там и куда-то проход выше, выбивают шортистов, и цена уходит тогда вниз. Она идет до определенного там какого-то уровня, скажем, до границ первой по Доу, первого движения по Доу, но это уже ниже 80. Я пока такой сценарий не рассматриваю, прям такой. Это, как говорят, страшно вырубай. Вот, но если опять же смотреть по RCI и EMA, если опять же смотреть по другим индикаторам, мы пока еще все еще находимся в нисходящем движении. Нисходящее движение не закончено. Может ли это быть долгий флет? Может. Я уже говорил, что мы можем просто спокойно посмотреть, что было в истории на BLX. Я уже показывал. Так, у нас недельку включим. И логарифм. Я уже показывал, что я думаю, что это цикл 13-14 года. Именно вот этот цикл 13-14 года. Попробуем
перетащить это все. Тут вопрос, пока вы смотрите, задали книги по крипте. По крипте не знаю, но я вот сейчас перечитываю одну из моих таких наиболее интересных для меня Скажите, книг. смотрите, да, на экран? Да-да-да, все. Похоже движение 13-14 года. Похоже, похоже. Но вот этот вот пик был окончанием движения 2014 года. И это движение, вы видели, я не убавлял бары. Как они есть, так я их оставил. Ну, могу, чтобы там совсем это я просто раздвинул, чтобы вам удобно смотреть было. Но вот на самом деле все это движение. Ну, похоже. Похоже. Да. И в профиль, и в анфас. Все-таки похоже. Поэтому для меня есть опасение, что это окончание какой-то определенного сетапа. И опять же, я показывал, если смотреть все движение с начала роста с 23 года, вот они те самые 3 движения по Доу. Они есть? Есть. Они отрисованы? Отрисованы. Если смотрите волны Элиота, то вот они, пожалуйста, вот она. Первая волна, вторая волна, третья волна здесь закончилась. Здесь их 2 волны. Первая, вот она, вторая. Ну и здесь то же самое можно вот отрисовать. Они и АБЦ коррекция. Вот вам Элиот сюда же впихнул заодно, чтобы посмотрели. Поэтому я считаю, что нам надо быть вот здесь точно осторожным. Точно надо быть осторожными. Когда будут рисовать на других YouTube-мониторах стрелочки желтые вверх до 250, ну, возможно. Возможно, 250, возможно, 500, возможно, 700 и миллион за монету. Возможно. Но для этого либо должен настолько сильно упасть доллар, либо должно что-то произойти критическое в системе, либо что-то должно происходить настолько экстраординарное, что вот тогда мы увидим миллион. Сейчас я вижу, что все паттерны и сетапы, которые я рисовал до этого движения, они все, к сожалению, отработали. Все. Возможно ли, что у нас здесь будет движение еще какой-то небольшой вверх? Вон там 118, 120, ну, возможно, 118, 120, 112, 121. Вот туда мы можем еще дойти. Это ради того, чтобы выбить шортистов, этих шортистов и поехать вниз. Там лонгисты встанут в продолжительный вой, что мы летим на 250, и там они останутся еще на ближайшие 4 года. Кстати, цикл, Вот все, скорее всего, будет длиннее, чем предыдущий, поскольку рынок становится тяжелее. Это тоже нужно он учитывать. длиннее, скорее всего. Что, вот опять же, вернемся к 2014 году. Что у нас происходило в 2014 году? Посмотрите, какая была огромная длина от одного пика до другого пика. Мгм. 1500 дней, грубо говоря. 1500 дней. 5 лет. Поэтому вот, ну, грубо говоря, вот этот вот весь, все движение до дна, это, грубо говоря, ну, 2 года. Поэтому вот это нисходящее движение нам могут здесь рисовать сколько угодно. С 25 по 27 год. По 27-й как раз в преддверии халвинга 28-го года. Ну, как правило, так и происходит. Будем вот так вот тошнить. Я не говорю, что прямо отсюда. Опять же, мне скажут, это в чате там в одном один недалекий человек написал, МС сказал, что все, роста не будет, всем привет, всем пока. Он вот отсюда может тошнить до 27 года. Он может тошнить оттуда сверху экрана, где у меня даже там не появляется картинка. Там откуда-то оттуда он может до 27-го. Но это будет нисходящее движение, вот такое вот плавное. Не дадут резких уже отходов. Почему? Институционалы в рынке. Актив стал тяжелым. Он тяжелым стал во всех отношениях. Он стал тяжелым
и в цене, и в движениях. Вы посмотрите, что происходит. Кстати, последний раз, когда Майкл Сейлор откупал 15 тысяч, последний раз цена падала. Это не говорит о том, что он покупал. Дальше приходит информация о том, что Ван Ик и Пантера уже не покупали на биржах. Они не покупали на Coinbase Premium. Они, вернее, Coinbase Pro. Они покупали на OTC. Они не хотели цену дальше задирать. А это уже о многом говорит. Они оставляют себе определенный запас движения. Ну и там напоследок, там, если уж совсем жизнь отравить мечтающим о миллионе за биткоин, посмотрите, цена растет, объем падает. Но мечтают о миллионе же не в этом году. Мечтают вообще. Да, я таких Сегодня падают, мечтателей видел много. через 5 лет начнут расти. Кстати, вот еще тоже хорошо написали, что случилось, регуляция случилась. Кстати, как следующее логическое развитие присутствия институционалов, это повышенная регуляция. О ней тоже нужно не забывать. И она будет только нарастать. МС. Как-то полгода назад вы были оптимистичны по поводу альтизона. Да я и сейчас оптимизм, знаете какой? Вы мой портфель не видели скама набранный. Вот там я оптимист такой, что в надеждах жду. Да, потери есть. Потери, первая большая потеря у меня на Хевене, она самая большая. Вторая потеря на Кона. Но я все-таки думаю, что Кона может быть когда-нибудь выкарабкаться. Ее же не удалили ниоткуда. Торгуется же, ну и торгуется. Но это пока лежит в кошельке. Пока не продал, не в убытке. Поэтому пусть оно там лежит. Да, это неприятно. Да, Heaven подвел, подкосил немножечко. Нервы пощипал. Хотя у меня нервы железные, совершенно железные. По поводу монеты, по поводу, какие монеты могут соскамиться. Я к этому был готов. Я многим писал и говорил, когда меня люди спрашивали, а что, если я куплю сейчас на 5000 этого Heaven? Я говорил, не покупай ни в коем случае. Нафига вам это все нужно? Ну, не нужно, не покупайте. Вы не знаете, зачем вам эта монета. Мне она нужна была для определенных целей. Для каких я теперь в эфир могу спокойно сказать. Heaven – это был момент защиты денег на выход из крипторынка. Например, как спрятать свои деньги так, чтобы на кошельке у вас их не забрали. Например, если вы выходите в Тезер, Тезер могут заморозить. И сейчас Аргентина потребовала 19 миллионов Тезера у двух компаний, у своих криптокомпаний заморозить. Тезер заморозил в течение суток 19 миллионов. А когда вы находитесь в анонимной монете, и никто не видит, где эти деньги находятся, кроме блокчейна, потому что они не покидают блокчейн, они там находятся, и конвертация происходит в самом блокчейне из Хевена, например, в тот же самый доллар, или в тот же самый фунт, или в тот же самый биткоин. Он там внутри происходит, его не видно. Потому что перевода вы не делаете. И так можно сохранить было деньги. Все сейчас задайтесь самым главным вопросом. Допустим, вам всем повезло. Вы прямо сейчас продали это все на 100 иксов. Что вы будете дальше делать с тезером, который у вас будет? Покупать ли новые монеты, которые сейчас на хаях? Сомнительная перспектива. Оставлять деньги на бирже или на каком-то кошельке сомнительным. Сомнительные кошельки какие? Trust сомнительный, MetaMask сомнительный, там еще там пару могу назвать. Они все сомнительные кошельки. Почему? Потому что вы, во-первых, не видите команду, они все говорят, что они децентрализированные и они все не кастодиальные, а на самом деле деньги-то с кошельков пропадают. Очень много случаев, почитайте, сколько уже пропадает. У меня товарищ написал, слушай, куда мне монеты дели с кошелька? Я ему объяснил, говорю, Новый год, он так себя ведет, Новый год пропадают деньги с кошелька. Он посмеялся, но потом понял, что кто-то у него деньги эти вывел. Мало того, предупреждаю, появились сниферы, это такие программы, которые грузятся через сайты, через куки, остаются у вас в хранилище, в браузере, и эти куки запускаются в определенный момент программу дистанционно, которая сканирует, включен ли в данный момент у вас Web3 кошелек, подключенный к браузеру. То есть все браузерные кошельки могут вскрыть за 3 секунды.
Это уже есть. Ну вот, рассказал, показал. Давайте по чату пройдемся. Там было много интересных вопросов от ребят. Вот на чем мы остановились. В RX, по-моему, посмотрели, да? Альтсезон Да. разобрали, потом спрашивали C98, не знаю, что это за монета. Это C98 тоже кошелек, хорошая монетка. Она у меня есть немного, или ее есть у меня немножко. C98, да, хорошая монета. Ну, давайте попробуем разобрать. Человек хочет, покажем. Так, давайте не будем ее рассматривать. Вот я только хотел сказать, мы точно будем ее смотреть? Ну, вот так не очень интересно, а вот так вроде ничего, вроде отскочило. Но если смотреть по облаку слиншот, показывает, что эти, как он называется, шартовые сигналы. Ну, будем считать, что это только начало какого-то большого движения. Давайте попробуем посмотреть это движение. Перевернем. Что-то там объемы Ну, просажены совсем, да, у нее? ну вот 0,7. Можно ловить ее до 0,7 C98. Примерно вот сюда. Она сейчас упала, дорастет до цены, здесь сколько, 0,38. Опять здесь она немножко пофлетит, нервы помотает, возможно, упадет до 0,22, можете добрать. Потом она вырастет до 0,54 и какой-нибудь тенью свечи дойдет до 0,7. Видите, как я красиво рассказываю под Новый год? Это потому, что я кофе выпил, а мне туда, походу, ложку коньяку налили. Ай-яй-яй-яй. Еще рано начинать. По поводу доминации спрашивают в чате. Также был вопросик. Сейчас скажу, как он звучит. Что думаете по поводу биткоин-доминации и Total 3? Да, у нас чисто по альтам. Доминация у нас зона справедливой цене на месяце. И удерживается Слингшот, там. индикатор слингшот. Посмотрите, как четко отработал. Но тут видно, что это уже отскок дохлой кошки. Это видно. На доминации. Это вы смотрите, что у нас, недельку, да? Неделька, конечно. Здесь уже видно, что это отскок дохлой кошки. Он отработал, вот он. Падение должно быть больше 30%. Посмотрим, сколько там было. 10. Дальше. Еще 10. И я больше тогда сделаю. 30% сразу отмерь, чтобы удобнее было смотреть. Нифига себе. Ну вот район 40-43, 42-40. Вот сюда будем ждать в итоге. Хотя вот даже здесь видно. Смотрите, какой интересный блок. У нас здесь пустой образован. Так что пролетим со свистом вот сюда. Здесь еще задержимся на 48%, но свалимся. Траст Вайлет, да, вот Траст очень хорошо деньги уводит. Точно, правильно написали, Траст Вайлет. Страшный кошелек. Ну, еще дневку на доминации пока удерживают по моему алгоритмам. Могут, конечно, просадить. Но сейчас ключевой момент. На дневке в зоне справедливой цены. Сейчас я покажу, чтобы видно было мой экран. Надеюсь, его сейчас видно. Да. Спросили меня, может ли доминация вырасти до вот этих хаев. А почему Каких, нет? Да, каких вот может. этих, каких вот этих это Ну да, вот, 73%. Может, а почему нет? Может. может Цена вырасти. растет. Да, Может цена вырасти до растет. 0,5 фибо на И объем в 67%. доминации тоже. И Да, на может вырасти. 75 может вырасти, и на 67 Конечно. может вырасти. Сейчас Да зона и на 100%. справедливой отметки у нее пока удерживается здесь. Идет такой боковичок. Вот, и могут еще ниже кольнуть на 200-ю, на дневке. А вот неделя у нее слабенькая. Потенциал есть, но слабенькая. Вот видно на графике. Слабенько. Потенциал есть, но слабенькая. Если удастся пройти через предшествующую свечу, забиться выше 60%, тогда есть потенциал подняться выше. Если нет, нет. Но пока еще бычья история у нее не завершена, хотя она
на больших таймфреймах точно уже закончилось. Вот я бы так сказал. Видно. Все, тенденция завершилась. И первая свечка Хайконаши медвежья пошла. Пока удерживаемся, но это ненадолго. Так, все, даю обратный экран. Да, что там у нас спрашивали еще в чате? Сейчас глянем. Я прям по списку иду. Total 3. Да, МС, у вас Total 3 стоит? Ага. Да, все, отдал. Ну, и вы показываете. Давайте я покажу. Сейчас, Total 3. Человек пишет, который бан за бан, с позапрошлого пика цена 20 иксов была. Если вы думаете, что и в этом году будет 20 иксов, но цена уже так не пойдет. Цена каждый год падает, вернее как, актив тяжелеет и рост будет намного меньше. Это не говорит о том, что мы не можем вырасти. Мы можем вырасти и на 50 иксов. Все зависит от ситуации в рынке. Но если смотреть по капитализации рынка и сколько денег завели, я сомневаюсь, что такой рост они покажут. Дальше. Почему я рассматриваю 13 и 14 год? Потому что модель движения роста с 23 года до первого пика на 70 была именно один к одному, бар в бар соответствовала 13 года. Если мы считаем, что биткоин математическая модель, и она выполняет математику, то в таком случае она и повторяет модель, но она не должна дублироваться каждый год одинаково. То есть мы не должны повторить 21 год, мы не должны повторить 18 год. Мы будем точно следовать модели, но циклично. Она и называется циклическая модель роста. Поэтому циклическая модель роста мы видим, что она началась в 2009 году, но мы ее не рассматриваем. Почему? Объем был не тот. Сейчас мы работаем с активом, которым имеет, во-первых, набранный объем, набранную капитализацию. 13-14 год, они уже пережили первые халвинги, они уже пережили первую криптозиму, и именно 13-14 год показал два пика, что мы сейчас на экране видим. Если вы сейчас скажете, что вы на экране видите, где он у нас тут? Дайте я вам отдам экран, а то был мой. Вы же сказали, показывайте. Да, да, давайте. Ну вот я ваш отдал. Вот отлично. Я не вижу пока. Ваш экран. Да. В зуме ваш, и в этом, в OBS тоже ваш. Ну, Он отлично. чуть позже приходит просто. Да. Вот это первый пик, вот это второй пик. Если вы скажете, что это не пик, а это закругление или еще что-то, я скажу, протрите глаза. Я вижу здесь два пика. Один пик, который мы перебили, это хай. Правильно? 74. Второй 108. Мы уже их перебили. Если взять, что мы выросли с 15500 до 108, это почти, ну, меньше там 9 иксов. Да, у него там еще какой-то рост еще может. Сколько, допустим, 115, 118, 112. Вот вам 10 иксов, но уже не 20. Потому что в предыдущий рост был намного больше. И мы с каждым годом тяжелее актив, поэтому рост такого не может быть. Ну, вот как бы объяснил. Опять же, человек пишет по радуге, которая там середина канала. Не советую вам смотреть радужные каналы, потому что это ну, не тот канал, где надо смотреть радугу. Не надо. Не смотрите, там вся фигня. Они неправильные, эти каналы. Гоша вам все расскажет по этой радужный канал, как они отрабатывают и как там неправильно работает отрисовка самого канала ценового. Нет, Радуга себя уже исчерпала с предыдущего еще бычьего рынка. Она перестала давать точные, я стал на это обращать внимание. Мы, кстати, это обсуждали с Хамстером. Они глубоко разобрали радужную логарифмический канал по битку и поняли, что это шляпа какая-то. Total 3. Давайте вернемся к чату, быстро пройдемся по этому вопросу. А я его показывал же Total 3. Вы сейчас Total 3 разбирали или что разбирали? Показывал Нет, BTC. Total 3. Все показали мы по нему? Все? Наверное, я показывал его. Может быть, у вас на экране его не было, но я показывал. Ну, рассказали по нему.
Да, я вам Я сказал, просто, я просто капитуляция, нарисовал прослушал его. даже этот, да, показывал даже этот, куда мы там, да, можем дойти, капитализации Total 3. Пока 1,6, но максимально, конечно, мы можем дойти до 2 триллионов. Вполне, кстати, У меня 1,4 вписывается. пока ближайшая единичка по Фибе, куда нас тянут. 1,5. Вот 1,39 1,5, вот у меня. 1,55, если точнее, от того движения, которое у нас тут есть. Ну окей, тут смотря как натянуть. Я натягивал с предыдущего Да, хая по расширению. Вот вопрос, да. как Вы ее поставить. натягиваете неправильно. Я натягиваю правильно. Или наоборот. Ну, в общем, Меня кому как. смешит слово натягивают. Ну и ладно. Хорошо. Давайте не будем заострять на этом Несите внимание. следующего, да. Да, давайте несите следующего. Так, какой там был следующий вопрос? Сейчас, чтобы никому обидно не было. Здравствуйте, МС. Скажите, пожалуйста, ЗИ, я так понимаю, вы на нем зарабатываете на быстрых взлетах, но не рассматриваете как долгосрочную инвестицию. Скажите, пожалуйста, что там Почему по вдруг? АМП? Ну, вот такой вопрос от Light Games. А, Давайте так. На ЗИ я ее набирал по самой минимальной цене, которую только могли дать. Ну, у меня куплен на ЗИ. Рад и счастлив. Кто-то сливал. Я пока вижу, что проект не загнулся, у проекта есть работа. Своп идут, это свапалка с нулевой комиссией. Народ свапает, там заходит. Проект пока живой. Будет на проект помирать, продам по любой цене и выйду с спокойной душой и не буду даже париться. Для меня это не страшно. Потому что основные прибыли по ЗИ я уже забрал и получил. Так, что это у нас тут? Автомат? А это какая у меня биржа? На Кукоине. Ну, здесь не полный график, к сожалению. Но на ЗИ, когда цена его летела на, я не помню, какая биржа у нас, на Мексе, по-моему, он летел, ЗИ. Там цена была 0,7. Поэтому я по 0,7 продал и заново в рынок перезашел. Я отбил свои все вложения, плюс на этом еще и заработал. Меня сейчас интересует вот монета КТУМ. Если кто-то монетой это интересуется, вот она мне интересна сейчас в последнее время. Почему она? Слышали про квантовые компьютеры и квантовые вычисления? Так вот эта монета вот с этим блокчейном работает с этими квантовыми вычислениями. И сейчас в эту монету вкладывается один из китайских производителей квантовых компьютеров. Они сейчас сделали настолько быстрое вычисление и настолько минимизировали процессор и скорость вычисления, что их процессора, их работа и их, скажем так, алгоритм намного быстрее, чем квантовый компьютер, который вот был недавно анонсирован Google. Причем в 100 раз, что ли, там, или 150 раз. Вот еще там какие-то дикие цифры, наверное, называются. За этим огромное будущее, за этими технологиями. И это уже давно идет эта тенденция. Пока до конца не И, собрали, но уже круто. и даже если сейчас мы посмотрим на эту монету, то у нее есть вот такая вот интересная вещь. Первое. Ниже вот этого дна пока не упали. Это раз. А второе. У нас есть накопительный канал. Накапливается с 22 года по вот уже грубо 25-й. 3 года монета находится в накоплении. Вот эта монета мне интересна. С этой монетой уже интересно будет работать. Пик у нее был 35, сейчас цена 3. Ну, там 10 иксов не глядя, если она сюда дойдет. Хотя, по идее, там должна дойти. Почему? У нее нет понижающихся слоев. Но у нее структура бычья пока. Да, у нее, во-первых, структура бычья. Я даже не Во-вторых, открывая график, вижу отсюда. она находится сейчас в этом движении, которое она дальше и должна продолжить. Посмотрим. Может быть, она и выше уйдет. Но опять же, это опять связано с квантовыми вычислениями. Почитайте про монету, интересно. Это опять говорю, не покупайте вы, если вы не понимаете, что покупаете. Не покупайте то, чего вы не знаете. Какой-то дурной МС где-то по YouTube приемнику сказал, что надо вот интересно монета. Ну, сказал и сказал. Но это же А, МСу интересно, а не вам. Вот это ключевой момент. да, да, да.
Он сказал, мне это Мне, интересно, обратите на это внимание. Мне интересно, не вам. Вы должны сами разобраться в проекте и в инструменте, которым будете торговать. В обязательном порядке. Это первое правило, номер один. Тут человек спрашивает, при эфире 2800 и биткоине ниже 97, альта будет пробивать лои? При биткоине ниже 97 это еще нет риска. Ниже 90 у биткоина риск. но даже 88 она будет уже прижата к лоям, я думаю, будет 88 это прижата. будет, да, это будет плохо. Почему это возможно? Потому что институционалы не продают. Институционалы будут забирать все, что будет идти на панических продажах. Они будут по любой цене сейчас забирать этот актив. Хотя последние данные, которые говорят о том, что японские банки отказались и Центральный банк Японии отказался от вкладывания в биткоин. Российская Федерация, хоть и говорили, что они перевод в крипте делают, село никогда ни в какую крипту, никакие деньги, рисковать деньгами мы не будем. Значит, они видят риск. Крупные банки европейские до сих пор не приняли. Германия, почему вот слышали, да, что Германия продавала? Германия продавала то, что конфисковала. На баланс она их не держит. Она их держит как конфискованный актив, не более того. Ну, здесь есть двоякое мнение по этому поводу. Естественно, никто сейчас, сломя голову, не понесется. Да, Я с да, другой никто не стороны понесет скажу. сейчас его покупать, но смотрите, МС, один момент. Вот последние, наверное, неделю, каждый день, пока я еду на работу, я слушаю бизнес FM, и вот насчет Российской Федерации. Слышу разных абсолютно товарищей, которых туда приглашают в качестве спикеров или просто позадавать вопросы. Очень многие используют сейчас именно биткоин и крипту для трансграничных платежей. Эта тенденция, причем нарастает и нарастает, нарастает в России. Это при том, что Центральный банк России стоял насмерть против Минфина, ну, с Минфином против принятия нормального регулирования и до сих пор Набиуллина это делает. По моему личному мнению, она откинула нас лет на 10 назад в тяжелый период времени, когда альтернативные финансы в какой-то степени могли бы помогать. Но То же сегодня самое. ночью же я же вам скинул, 107 у нас уже за доллар. У нас 170 за доллар. Они, Пора и это, продавать. да, ее все сейчас подряд налево и направо, конечно, уже сейчас стали критиковать за многое. Не в части альтернативных финансов. Но то, что она делала глупости, это было видно давно. Теперь вопрос остальных банков. То есть сейчас все смотрят, ну и всегда смотрят, наверное, на ключевую экономику. Вот наш товарищ, значит, сейчас, который там победил, при всей своей эпатажности, значит, сделал очень много громких заявлений. Ну и, естественно, его эти заявления, они не могут идти вразрез с самой структурой управления финансами в их стране, как и в большинстве. Центральные банки обособлены. То есть прийти без какого-то подложенного под этой нормативной базы и сказать, что мы теперь будем сейчас собирать кучу всяких там биткоин-трастов, невозможно. Соответственно, ему даже так и ответили, в принципе, в Центральном банке на вопрос. ФРС так и ответил, у нас нет нормативной базы для того, чтобы мы могли какую-то часть наших финансов конвертировать в новые там цифровые инструменты. Но то, что нарастает спрос на цифровизацию реальных активов, то, что нарастает спрос в принципе на трансграничные платежи и уходы от традиционных каких-то моментов, да, это есть. Но вот как они сейчас себя поведут, будет ли выполнять он свои обещания или не будет, вот так все остальные туда и посмотрят. Поэтому ни Германия сейчас не будет ничего делать, никто не будет ничего делать, ну кроме там маленьких стран, типа Сальвадора. Ну приняли, и что-то там копаются. Таиланд сейчас, С- например, на Пхукете в качестве эксперимента. Сальвадор на сегодняшний Таиланд день вот в качестве отказался. эксперимента сейчас у себя на Пхукете реализует хождение биткоина, чтобы посмотреть некую Камбоджа. песочницу, Камбоджа. Камбоджа. Песочницу делают. Зато Сальвадор сказал, мы не будем принимать это в этом как основное государственное, скажем так, участие, не будем заставлять людей платить, будем просто накапливать как актив в казну Некий государства. Не стратегический более резерв. того. Некий Не стратегический более резерв. того. Ну, правильно. Да. Все правильно. И это Да. говорит тоже о многом, потому что до этого он пел совершенно другие песни, но которые люди приезжают в Сальвадор, приехали с Сальвадора, и мне рассказывали о том, как там все это происходит. Происходит это все не так, как на картинках нарисовано. Поди-ка ты заплати там биткоином, тебе просто скажут, куда тебе подойти.
И все, и на этом тема закрывается. Ну, одно дело объявить, а другое дело построить механизм, который строить там столетиями. То есть обращение с традиционных фиатных валют строилось там столетиями, и вдруг тут за один день он решил там всю финансовую систему себе поменять. Так не бывает. Для этого нужно Ну да. какую-то подготовку, и умные люди так и делают. Когда у тайского премьера сейчас спросили, почему вы хотите, ну, то есть многие заявили там в руководящем составе, что надо бы попробовать. Он говорит, хорошо, давайте вот песочницу сделаем, пусть там туристы играются. И на Пхукете, именно на Пхукете, не где-то больше, не на Паттайе, где подальше от городов, то есть вот туда. Сделайте там песочницу и попробуйте там ввести. Там все равно и так уже и тезер меняют в обменниках, то есть ты можешь зайти картой МИР заплатить, прям вот обмен валют, заходишь, платишь, хочешь миром, хочешь там любой валютой, хочешь тезером, и тебе тут же выдают Да. баты. Он говорит, вот там Да. поиграйтесь, мы посмотрим. Потому что в одночасье взять и поменять всю финансовую систему, причем бат одна из самых крепких валют, которых я знаю, ну, наверное, это было бы глупо под риск ставить. У Сальвадора была другая история, почему он туда это внедрял так активно. А страны с более крепкой валютой этого делать не будут, конечно. Не Ну будут. да. Однако можно купить биткоин прямо у нас в России на любом железнодорожном вокзале у цыган. А, можно. Давай. Там золото можно купить. И лошадь с золотыми И зубами. лошадь, да, и лошадь можно купить, золото. Все, теперь от пафоса уходим дальше. А, Ответы по чату. Ну, Сегодня в следующий вот. чате. Вы снизу Да, читаете или да, да. сверху? Ну, Я, я читаю справа налево, как обычный этот. Так вот, отвечу. Сегодня мне в чате написало 3 человека. Первый написал: научите, как работать с монетами. Не могу понять стратегию, как монеты покупать, в каком объеме, куда чего совать и как что делать. Это большой такой запрос был, да. Да, второй человек написал, у Как меня большие, диверсифицировать у портфель? меня, да, да, как сделать диверсификацию портфеля, у меня накоплено мелкокап, они все у меня не растут, что делать, я в панике. И вот сейчас здесь человек еще один пишет: не осуждаю МС, уважаемый, в мелкокапа больше не-не-не, и будет мне уроком. Давайте я вам отвечу. Очень интересно для всех, кто хочет понять, как это все фигню покупать. Всю эту фигню покупать. Я вот специально очистил экран, и вот на этом чистом экране я вам покажу. Смотрите внимательно. Ваши деньги должны быть распределены в малорискованные активы и с риском. В каком процентном отношении? Я считаю, и это моя стратегия, что 80% всех денег у вас должны быть в активах, которые, ну, гарантированно имеют рост, и это активы из первой сотни хотя бы. 20% это среднерисковые и высокорисковые активы. Так вот, эти вот средние и высокорисковые 20% тоже должны делиться. Делиться каким образом? Жирную черту сделал. Делиться должны таким образом. 15% это средний риск, и только 5% это весь риск. Вот так вы должны распределять свой портфель. Вот в это 5% должны были входить, и должны ваши входить супер мелкокапы, страшные монеты, непонятные монеты, монеты те, которые загнал, посоветовал, разрекламировал, как там еще это все это, ну, загнал мне больше нравится, загнал МС, загнал, шилил МС. Вот, это вот 5% всего вашего кошелька должно составлять, не более того. Здесь, конечно же, биткоин, здесь, конечно же, эфир. Вот здесь это тот же самый лайткоин. Это тот же самый биткоин кэш. Это все здесь должно быть находиться. Здесь должна находиться хедера. Здесь вот эти вот 15%, это вот здесь оно. Если вы вот это все правильно распределите, вот эти 5% никак вам роли не сыграют. Но если вот эти все активы, желтым цветом выделю, наверное, чтобы было больше видно, вот эти все активы вам принесут
прибыли, ну, скажем так, 10 иксов, грубо говоря, то вот эти вот активы, которые 5%, они вам могут принести 100 иксов. Поэтому это вот только ваши желания и ваши хотелки. Здесь возможности реальные. Вот эти реальные возможности на 10 иксов вы должны закладывать. Я, конечно, знаю, что вы все хотите 50 иксов и 100, и миллион иксов. Все этого хотят. Но надо смотреть реалии в глазам. Вот эти 10 иксов они вам дадут. Посмотрите на биткоин. Он еще пока до 10 иксов с 15 не дотянул. Посмотрите на эфир. Он еще пока не дотянул. Но в сумме вот они все 10 иксов вам дадут. Если вы так распределите свой портфель, вы заработаете. Если у вас будут потери в портфеле, вы их не заметите. Но я понимаю, что жалко даже каждую копейку. Просто жалко. Но вариантов нету. Если вы правильно распределите портфель, ничего не потеряете и заработаете. Да, Колумб трейд засадил, правильно сделал. Можно я покажу портфель биткоин-максималиста в самом худшем варианте? Да, Это давайте. выглядит вот так. Это 90% биткоина и при самом худшем раскладе 10% эфир. Да. Вот диверсификация по крипте. Но это не вся Я дал вам диверсификация, если без портфель, шуток. да. Да. Это, конечно, если говорить только о крипторынке. Нет, вы не закрывайте, я просто переключаюсь, вы не выключайте экран. Я между закладками могу переключаться и так быстро просто. Вы его Да, ну и все расшарьте, я равно. там, прыгаю просто. Нет, я вот вам отдал, и его и отдал. Какие там Вот то, еще у что нас были вопросы? Так, SAR это то, смотрели, что. эфир смотрели, да? Ну, эфир я уже посмотрел. Нет, Фил Человек смотрели, спрашивает, SAR смотрели. по кон ожидать того, Покон. что говорили, или не ожидать. Вот видите, человек живет надеждами того, что сказал МС. Да не верьте вы МС, Христа ради. Больной он на голову, старый человек. Не надо ему верить. Он сидит, у него 8 таблеток перед ним разложены, он периодически пьет одну таблетку в час. Не надо верить МС. Проверяйте все за МСом. Сами лезьте, сами копайте. Вот даю вам монету. Например, кон. Сейчас монета кон. Она была первично переделана. Эта монета ушла из блокчейна эфира в собственный блокчейн. С этого момента, как только она ушла в собственный блокчейн, стали подключаться китайские финансисты. Туда подключились очень опытные и хорошие люди, кто начал двигать этот блокчейн для того, чтобы не только китайские, но и среднеазиатские трейдеры могли выходить из крипты фиат. Эта монета была сделана как платежная система. Но так как у них по законодательству они поняли, что они не прокатывают, они не успевают это делать, что они сделали? Они очень правильно сделали. Они объединились с travel сообществом. И теперь билеты, авиабилеты, отели, якобы вся эта система будет называться теперь JET. Она так уже называется JET. И эта монета JET, она сделана для travel, то есть для путешествий. Что китайцу нужно? Чтобы в Китае его в тюрьму не посадили за использование криптовалют, он покупает вот этот travel, с этой картой travel, она виртуальная карта, есть и пластик, скоро у них появится. Они выезжают в тот же самый Камбоджу, во Вьетнам, Филиппины, и там меняют это все, всю свою крипту на фиат. Для этого это сделана монета. Но не верьте МС, проверьте сами, пожалуйста. И сами покупайте или не покупайте эту монету. HBAR просит нас посмотреть. А что вы смотрите? HBAR есть HBAR. По него каждый стрим по 40 минут занимаю времени. HBAR супер шикарная монета. В этом году институционалы от того, что они увидели движение в HBAR, а то, что они увидели, то, что RVA, то есть можно сделать, скажем так, цифровизацию реальных активов. RVA это вот самое как раз и есть цифровизация. Они увидели, что это можно делать,
любой, производство, там, финансы, что угодно, все можно сделать. И оно для этого подходит. Многие банки используют для переводов Хидеру. Многие банки используют как CBDC, Индия, ЮАР. Южнокорейские банки используют Хидеру для переводов между банками. Нормально он выдал почти 700% за 2 месяца. М? X. Почти 700, 7 иксов. почти 700% выдал. И Ну это, и причем он это еще даже не только перешел начало. еще зону справедливой цены на месячном таймфрейме. Это, Он не перешел. Это это начало. 1.618, он еще не Это перешел. начало. Это начало. Да, у него интересная Но тут картина. я начинаю немножко побаиваться самой Хидеры, потому что они меняют своего SEO, самого главного, кто это все проталкивал. А, у Хидеры есть фонд, а, два фонда, Хидера Foundation и ладно, забыл его название. Они занимались еще и безопасностью по всему миру. М. И вот сейчас этот SEO, который приходит новый, скорее всего, от безопасности будет избавляться, а может, наоборот, усиливать. Так что посмотрим, что он будет делать. Здесь очень серьезный момент. Да не, пока нормально. У них еще даже, у меня даже по моему индикатору, вот он давал засвет на слом структуры по смарт-мани на недельке, еще не Хебар завершил. еще не Не рос ни завершил. в одном цикле. Он Не еще вообще не завершил. рос. Все, да. Но он еще двигается. Кстати, на 14 дней, сейчас я вот тут гляну. Да, в ближайшие дни может покорректироваться. Я думаю, будет делать ретест. Так, А, кому еще и поотвечать на вопросики, все поотвечаю. Вот это может тестить сейчас чуть пониже. Так, что еще просили там? Давайте посмотрим. Так, А, человек спрашивает, МС VeChain. говорил, что рекомендует одну или две книги про графики, крипте и так далее. А, Хорошо. Я сейчас скину в ближайшие 5-7 минут, скину книгу. Она называется «Томас Булковский. Энциклопедия графических паттернов». И я ее скидывал. Человек, который выучит эту фигню от начала до конца, от корки до корки, энциклопедия графических паттернов Томаса Булковски, тот будет видеть графики лучше МС. Ну, можно в чат Потому что скинуть в индекс рейд, там закреплю. я И, туда, да, да, да. да, туда и Там скину. про книжку я так и не сказал. Спрашивали, мне очень нравится. Я сейчас еще раз ее перечитываю. Рената Валиева «Искусство трейдинга». Мне нравится эта книжка. Решил ее даже еще раз почитать. Кому интересно, почитайте. Там не будет много там того, что в стандартных книжках есть, но это вот такие общие вещи, которые полезны. Так, VeChain отвечали. Что еще у нас есть? Все вроде все разобрали. Так, я скидываю третье издание. Оно самое лучшее, самое дополненное. Книга продается, если хотите ее купить, она продается в этом на Амазоне. Она там есть. Купить ее просто так там где-то еще невозможно. Я ее как-то там выцарапал. Ну, там купили мне. Мгм. Всем выкладываю, пользуйтесь на здоровье, она уже в чате, в общем. Томас Булковский, да, в чате уже есть. Так, а по чату на 3 вопроса эти все вроде ответили, да? Ну, там парень задал очень большой такой вопрос, когда заходить, когда выходить, ну, там, то есть такие Я не размытые, буду да. этому парню ничего отвечать, я с ним распрощался, и на этом тема закрыта. Понятно. Ну, я с ним не прощался, потому что даже не встречался. Но вопрос на самом деле очень так размытый. Я думаю, что их надо консолидировать в какую-то одну историю. У всех свой подход к поиску точек, к поиску триггеров. И здесь очень размытое понятие. Вот сегодня парни, там ребята отвечали, как они это видят. У меня это вообще по-другому построено. М, Ну, то есть это достаточно сложно на такой вопрос сразу и скопом ответить. Так что, наверное, надо как-то коротко, потому что большая часть этих вопросов, она размыта.
Так, а на остальные вопросы мы Да, вроде все поотвечали, да? Или все нет еще? поотвечали, поэтому теперь мы увидимся с вами в следующем году. В этом году мы уже вряд ли Да, чего-нибудь будем делать, потому что, во-первых, у меня будет салат, я его буду целый месяц есть с таблетками. Потом праздники, надо что-то проводить его с как-то семьей. что-то как-то весело. Салат с таблетками, это круто. Так, Ну, а куда ребят, деваться? если у вас Старость есть на салат, наступила. ешьте без таблеток. Это МС хочет таблетки. Вы не надо. А то сейчас скажут, что мы там что-то пропагандируем. Шучу, конечно. Так, еще раз попрошу подписаться на гости, если вы увидите в первый раз. В описании вы найдете все ссылки, Бастион и Телеграм-канал. Если не подписаны на Индекс Рейд, тоже сейчас дополнительно, сегодня, правда, немножко с ошибочкой, стримим на Рутуб. Туда буду перекидывать все подряд, то, что будет выходить на канале, На потому что Бастион перекинем. на Бастион, да, на Рутуб, потому что, ну, многие не могут разобраться с доступом и обходом блокировок Ютуба. Также подпишитесь, пожалуйста, вернее, не подпишитесь, а поставьте лайки, пролайкайте обязательно трансляцию. И если есть возможность, или будет 5 минут после того, как трансляция уже опубликуется на Ютубе, дать какой-нибудь комментарий, чтобы алгоритмы подхватили и сообщество больше росло. Так, ну что еще? Все вроде. Зилика 2.0, слухи про Зилика. Только читал Рената Валеева, очень хорошая книга, без воды все по делу. Да, Максим, мне тоже очень нравится эта книга. Он как раз-таки вот убирает всю эту ненужную информацию, которая и так полно в интернете, отдает такие общие, общие правильные направления. Мне там большая часть близка по духу. Человек спрашивает, где ваш чат, куда там чего скинули книгу? Книгу Э, скинул в чат Индекс Рейд. Заходите в индекс.рейд. В индекс.рейте в канале вы увидите значочек чата, нажимаете на значок чат, отправляете запрос. Администраторы, наверное, кто-нибудь, и мы в том числе администратор Илья, кто увидит, даст вам доступ. Про индикатор слиншот кто-то спрашивал. Слингшот, этот индикатор вы можете найти на TradingView, насколько я помню. Индикатор слингшот. По нему тоже есть этот, как он называется, отдельное видео. Отдельно есть... у меня я видео все закрыл. Не хочу никому больше никаких видео выставлять. Вот. Есть тоже, по-моему, описание самого индикатора слингшот. Берите индикатор слиншот, не стратегию. Сейчас я попробую показать, какой именно слиншот. Сейчас я зайду. Мне кажется, он у меня есть, если я не ошибаюсь. Ой. Не Вот, стратегия, не строки. я, наверное, себе стратегию сохранял, да, у меня стратегия. У меня слиншот стратегия, но я просто ее отрубаю и пользуюсь индикатором, и все. Другого я здесь не знаю, какой, если есть, покажите. Ну у вас экран, наверное, не показан. Сейчас я посмотрю, какой именно у меня он стоит, слингшот. А, CM, нижняя, слингшот систем. С, М, М, да, М, нижнее подчеркивание. нижний почерк, слиншот, да? Да, слингшот, Это тоже, систем. вот это Ниже стратегия. следующий. А это закрытый. Следующий, Вот этот? третий, да. Вот, 25 тысяч который. Ага, все, вот он. Сейчас, Он самый доступный, самый удобный. Вот он. сейчас я его в чате дам. Он Он есть. показывает, Он в он чате показывает, опубликован. где, да. Чем больше сигналов дает на шорт, с большей вероятностью будет шорт. То же самое про лонг. Если дает сигнал лонг, с большей степенью будет лонг. Слиншот работает как облако слиншот, накопительная часть показывает, где в каком месте находится меньше заявок, где больше заявок. Вот он показывает истинный ценовой диапазон, где он находится, что цена ушла от истинного диапазона по Хидере. То есть есть возможность коррекции еще. То есть он, Ну он вот, работает хорошо. ну вот он Мгм. у меня 50 УИМА заменяет. Вот, сигналов Ну, нет, понятно, у меня там свои сигналы, но он вот в середине 50 ИМА катается. Он удобно, он по принципу тоже и MyRibbon работает. Сигналы выдает какие-то. если вам хочется посмотреть, каким образом я у себя настраиваю все свои индикаторы,
для того, чтобы просто видеть график, смотреть график, понимать график, где вы находитесь, что вы делаете. Я могу вам показать, могу рассказать, как это настраивается. Хотите, если там время там какое-то, ну, допустим, потратить, я могу потратить вам сейчас его показать, если есть желание. Нет желания, то я тогда и не буду распыляться. Про слингшот, про кошельки просят отдельное видео. Ребят, мы обещали еще сделать отдельное видео по поводу FIBA. МС хотел Фиба, да. поделиться своими знаниями тут по этому, но, к сожалению, пока, видимо, не только МС, а я являюсь еще тормозом этого всего процесса. Конец года, закрытие множества вопросов по бизнес-проектам, и поэтому не было времени. На выходных не уверен, но в следующем году постараемся все-таки консолидироваться, либо видео какое-нибудь выдать, либо сделаем отдельный стрим, который будет посвящен исключительно различным инструментам Fibonacci. Каналы, веера, окружности, расширения и прочая история. Также просят сделать что-то и поговорить про кошельки. Не знаю, я использую только один кошелек пока на сегодняшний день. Ну, вернее, два. Exodus и Bitcoin.org. Все. Да, красный кожаный. Да, у меня черный кожаный. Ну, можно, можно розовый приобрести. Китайцы любят красные Сейчас кошельки, год да, змеи, потому так что что там можно денег сделать. больше. Можно год змеи, можно и красный. Спасибо за индикатор. Да, хотим. Что-то ребята хотят. Это, наверное, по слингшоту, да, по настройкам. Покажете? Они говорят, Да, да, хотим. И MS The Graph. MS The... Спрашивал про монетки. Вот спрашиваю у MS The Graph. граф. Это по-английски дюк. Наверное, не знаю. По монетам вы у нас Так, специалист. все, я уже это, как это называется, не общение способен, у меня Я уже... вообще не способен. Да, ребят, сегодня мы 2 часа, честно говоря, рассчитывал на полтора. Уже, честно, очень хочется домой. Так, ну что, еще Отпустите раз. нас домой, пожалуйста. Да, отпустите нас Мы на больше этот не раз будем. домой. Больше не будем. Еще раз попрошу всех пролайкать обязательно трансляцию, поставить, написать комментарий, поддержать канал, подписаться. Ссылки на биржи найдете в описании, ссылки на гости найдете в описании, ссылки на наши ресурсы тоже найдете в описании. Всех хочу Да, поблагодарить, да, за участие в нашем стриме сегодняшнем. Спасибо, что присоединились, спасибо, что поддерживаете. Пишите в чате, общайтесь, не стесняйтесь высказывать свое мнение. Также прошу людей, которые задают какие-то вопросы, если слышат ответ в чате от кого-либо, не реагировать на это плохо, наоборот, хорошо. Это сообщество, каждое мнение имеет место быть. И очень много вопросов и очень много интересных вещей я, кстати, узнал от своих подписчиков. В том числе касательно торговли и трейдинга. Именно для этого канал и создавался. Это не значит, что только я там один вещаю или гости приходят вещают. Это значит, что есть люди, которые просто не делают канал, но они в силу того, что в жизни у них мало людей, которые интересуются тем же, они высказывают свое мнение здесь. И, как правило, это бывает очень интересное мнение и очень интересное знание. Вот это то, что я хотел сказать. Всех с наступающим Новым годом. Всем в новом году желаем много профита, чтобы у вас было все хорошо. Вот. И, ну, берегите себя, родных, близких. Ну, как-то так. И да, я всем тоже хочу сказать, ребята, сделайте две главных вещи в будущем году. Заранее программируйте свои действия на бирже. Программируйте свои действия в покупках и продажах. Для этого нужен дневник трейдера. Заведите его. Вам смешно это сейчас или грустно от этого, что надо его завести, или вам лень его сделать. Но как только вы его сделаете, хотя бы по одной монете, и вы сможете на этой монете заработать и разобрать свои ошибки, вы вот со стопроцентной вероятностью могу вам сказать, что вы по всем остальным монетам сделаете то же самое. Дневник трейдера – это немножко не то, что вы в привычном понимании видите, когда где-то на какой-то платформе написаны ваши монеты, средняя цена покупки, средняя цена выхода, входа и так далее. Это немного шире. Это ваш прогноз действий ваш. Что если монета будет расти? Что если монета будет падать? Что если монета соскамится? Ваши действия и так далее. Все туда должны написать по каждой монете. Ваши планы. Увидели на графике что-то интересное, сделали скан, распечатали, вложили в дневник. Не хотите вкладывать, назовите, сделайте скан себе в компьютере, в папочку и назовите
рисунок номер 355. И напишите, в этой папке хранится рисунок 355. Вот он здесь интересен по данной монете. Вы ничего не потеряете, а только приобретете. А приобретете самое главное – огромный щит для вашей головы и для вашего кошелька. Потому что вы точно будете знать без паники, где продать, где купить. И умерьте жадность. Умерите жадность, заработаете. Жадность во всем. Купить скамную монету – это тоже жадность. Купить монету бездомно – это тоже жадность. Ждать 100 миллионов иксов – это тоже жадность. Умерьте аппетиты. Каждому из вас желаю, чтобы вы заработали денег. Каждому. Не просто там как-то заработали, а заработали, что ваши семьи жили в достатке. Я не думаю, что это ваша цель жизни, всю жизнь работать на бирже. Но желаю вам заработать. Заработать с головой, не потерять. Это вот каждому из вас. Достатка, ну и мирного неба над головой, конечно, для каждого. Все, до свидания, с Новым годом. Да, с Новым годом, МС. Дневник трейдинга, да, это обычный блокнот, но нигде просто покупка и желаемая продажа. Это все, что вы будете делать в своем торговом сетапе. Когда и почему вы купили, когда и почему вы собираетесь продать, где риск продажи, где ваш соотношение риска к прибыли. Это полностью все ваши варианты, как победы, так и поражения на конкретно взятом отдельно торговом сетапе. Слушайте, вот сейчас не могу не ответить. Мне написал видно, слушает человек чат, но здесь не в чате написал, а написал не лично. Почему вы хейтите Pionix? А можно я... А что такое так? Pionix? Кто его хейтит? Где? Ну, я его хейтю с Да? удовольствием. Давайте я тоже буду. Да, Что это? Где вы отлично. хейтите? Так, Не знаю, что это такое. сейчас я поделюсь экраном. Спрашиваю человека, а зачем тебе Pionix? Он мне говорит, ну там можно сеткой торговать. Товарищ, который хочет торговать сеткой. Открываете обыкновенный Bybit. На сегодняшний день Bybit является единственной первой биржей, самой первой, которая сделали возможность торговать сеткой. И не просто сеткой, а сеткой красиво. Смотрите и запоминайте все эти действия. У вас вот здесь, в трейдинге, как вы будете торговать, есть лимитный ордер, рыночный, и есть масштабируемый ордер. Открываете масштабируемый ордер. И вот здесь вы делаете, например, вы хотите открыть лонг. К примеру, сетка будет состоять из 7 покупок равными, неравными долями. Пишите, от какого ценового диапазона, какое количество. Вот это все здесь сделали. Но и это еще не все. Здесь можно указывать, что даже если вы будете таким вот образом торговать, то вы можете сделать не просто масштабируемый, а еще и масштабируемый, например, как тут. Сейчас, секунду. Масштабируемый ордер. Слетает постоянно у меня это хозяйство. Масштабируемый можно сделать еще и по цене. Например, вот вы делаете, когда фил, хочу купить 500 филов, к примеру. Видите ваша сетка? И здесь можно сделать восходящее, то есть, чтобы с самого верха вы купили, вот, например, здесь меньше и ко дну купили больше, чтобы денег затрачено было. И наоборот, нисходящее. Это в основном для продажи делается, чтобы если вы продаете, чтобы у вас продажа большая была вверху, а первые ордера, которые зацепляют, там были меньше продажи, чтобы у вас было больше для этого. Вот у Bybit это сделано давным-давно. И если кто-то думает, что пионерами является Pionix, которая биржа находится в торговом центре в Сингапуре, там, где мы уже разобрали, там готовят чизбургеры, гамбургеры и прочее. Я не понял, они сеточную торговлю продвигают, что ли, или что? Я что-то не совсем в гамбургерной. Что у них за фишка? Я отвечаю конкретному человеку, который вот мне написал, нафига вы его хейтите, и начал мне рекламу делать, но я просто не удержался, простите, Христа ради.
Вот на Байбите вы можете все это то же самое делать, только делать это более эффективно, распределяя свое, равномерно продавать. Вы можете каждую цену настроить, в каком процентном соотношении, где мардингейлы здесь можете сделать. Здесь все это хозяйство есть. В каком количестве, в каком процентном отношении. Все вы здесь все это сделаете. Понятно. Еще, кстати, в дополнение на секундочку, МС добавлю, вот по поводу дневника трейдера, помимо всего того, что вы делаете, еще, конечно, там нужна калькуляция, нужно понимать расчеты риска, мани менеджмента и так далее. Для этого есть калькуляторы, с которыми можно работать, есть просто логика, ручка и блокнот. Кстати, в чате канала есть калькулятор, который я делал для биржи Bybit. Там есть возможность расчета усреднений на споте, там есть возможность расчета рисков на фьючерсных контрактах, классических и инверсных. Можете скачать и воспользоваться им. Интуитивно он понятен. Вот, наверное, все. Да, можно заканчивать. Да, всех с Новым Еще все, годом. больше вопросов Поздравляем нет. всем. Да, вопросов нет, Никто больше ничего вопросов. не написал. Да, Да, и все, быстрее ребят. давайте закрывайте, да, чтобы не написали. Ребят, спасибо. Да, хочется уже побыстрее поехать домой. Мы с вами огромное спасибо за участие. Уже увидимся здесь на стримах в следующем году. Но мы с вами Все, до будем свидания. на связи. Спасибо. Пока. Ребят, всем спасибо. Пока и увидимся в новом году. Всем спасибо за участие.